первое, что сейчас происходит, на мой взгляд, Приднестровье на грани гуманитарной катастрофы, по-другому это не назовешь. Предупреждение о том, что поставки в адрес компании «Молдова Газ» будут прекращены. «Газпром» в прошлом году, по-моему, 31 или 30 размещал. Тут тоже можно кивать в разные стороны. Договор был. В случае противоречий спорное место для споров Московский арбитражный суд, куда, собственно говоря, от «Молдова Газ» никто не приехал, поэтому дальше «Газпром» действовал в соответствии с текстом договора. Не хотите являться в арбитраж, значит, останавливаем действие контракта. Что и было сделано. В числе прочего. Дальше то самое решение киевских властей о прекращении транзита по Уренгой, Помара, Ужгород российского газа. Но прежде всего это действительно сказалось на Молдавии и на Приднестровье. С вашего позволения, человек я старенький, для меня Молдавия, она и есть Молдавия. Вот давайте ее... Не буду я коверкать русский язык, с вашего позволения. Поставки в Тирасполь, там действительно ситуация была достаточно замысловатая. Напрямую контракт, поскольку Приднестровье не признано, подписывать было нельзя. Подписывался отдельный договор с «Молдова Газом». «Молдова Газ», в свою очередь, с «Тирасполь Трансгазом». Вот такой завиток был. Поставки прекращены. На всякий случай напоминаю, что там у нас по объемам было. Молдавия вместе с Приднестровьем на двоих в среднем потребляли в год 2,5 миллиарда кубометров газа. Из них более полутора уходило на Приднестровскую ГРЭС, которая обеспечивала поставки электроэнергии не только себе в Приднестровье, но и на остальную территорию Молдавии, удовлетворяя спрос Молдавии где-то процентов на 70-75. Там по-разному. На основной территории Молдавии небольшие электростанции есть, но они действительно, вот, дай бог, чтобы на 30% самих себя обеспечены, 20-30, там, как повезет. С учетом того, что сейчас зима, и кто бы что бы ни рассказывал, что там совсем юг, но в Тирасполе 2 ночи были по минус 10, и ничего хорошего из этого быть не могло. Есть возможность теоретическая поставлять газ из Румынии. Газопровод построен, у него меньше мощность, 1,5 миллиарда кубометров газа в год. И вопрос, есть ли у Румынии свободный газ. Молдавия давала запрос в Бухарест, могут ли быть льготные поставки. Ответ нет, невозможно, потому что у нас в Конституции вот напрямую запрещены какие бы то ни было льготы на газ. У Румынии есть собственная добыча, на собственные нужды, в общем-то, хватает. Поставки, те, которые в Молдавию шли, это ответвление от турецкого потока. Есть возможность там перехода на трансбалканский магистральный газопровод, который сейчас работает в режиме интерконнектора, то есть может с севера на юг, с юга на север, ну и, соответственно, через территорию Болгарии и Румынии дальше в Молдавию. С 1 января с этим, насколько я понимаю, сложности, хотя пока мы не видели комментариев ни от «Газпрома», ни от венгерской компании «МОЛ», государственная компания. У Венгрии контракт, у МОЛа контракт с «Газпромом» на 8 миллиардов кубометров газа в год. В 2023 году, в конце года, было подписано дополнительное соглашение к этому контракту. Поставки осуществлялись 4 миллиарда через газотранспортную систему Украины, 4 миллиарда через турецкий поток, который на территории Болгарии называется, соответственно, Балканским потоком. Маршрут по Балканам: Болгария, Сербия, Венгрия. Остановка произошла. Соответственно, эти 4 миллиарда кубометров, которые шли через Украину, идут теперь через Турцию. И вопрос, есть ли свободные транзитные мощности у второй нитки турецкого потока, чтобы можно было осуществлять какие-то дополнительные поставки. Долгосрочные договора там есть с Сербией, есть с Венгрией. Вот то, что остается, то остается. Общая мощность турецкого потока 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Две нитки, грубо говоря, по 15,5 миллиардов кубометров. Вот, если будут остатки, которые Румыния сможет покупать. Для Молдавии с юридической точки зрения тоже дополнительная сложность. Можно покупать газ по белу свету, но Молдавия не является членом Евросоюза. То есть должны быть агентские соглашения с румынской компанией, которая будет приобретать вот по поручению. Если нет возможности перекупать российский газ, можно покупать СПГ
находить места, где его регистрировать. Если говорить о трансбалканском магистральном газопроводе, то удобнее всего либо в Хорватии на острове Крк, либо в Греции. У Греции регистрационных терминалов больше, я думаю, там договориться можно проще. Не все мощности задействованы, но, соответственно, есть возможность с тарифом поиграть. Но дальше будет оплата транзита от Греции через все постюгославские страны, Болгария, Румыния, и вот, наконец, Молдавия. Какой будет цена, остается только догадываться. Что касается Приднестровья, напоминаю, что такое молдавская ГРЭС, так она называется. 60-летие со дня запуска в эксплуатацию праздновали летом ушедшего года. Строилась она с огромным запасом для того, чтобы обеспечивать весь спрос на электроэнергию в Молдавской Советской Социалистической Республике, в Одесской области Украины и в Социалистической Республике Румыния. Мощность 2,5 гигаватта. То есть ничего мощнее в этом регионе просто нет. Но это ты имеешь в виду, если работают все... Я говорю, как она выглядит. Сейчас мы будем двигаться все блоки, да. Поскольку рассчитано это было без всяких шуток в условиях холодной войны строилось, ну, соответственно, и готовились ко всему, чему могли. 12 блоков, 2 газовых по 250 мегаватт, которые последние лет 20, наверное, работали, 8 блоков угольных по 200 мегаватт. Изначально планировались, строились, все оборудование рассчитано на поставки донецкого угля, не из города Донецка, а из Донецкого угольного бассейна, который на севере заканчивается в Ростовской области. Проблем особых не было. И еще 2 блока мазутных, тоже по 200 мегаватт. Работали газовые, этого вполне хватало для того, чтобы обеспечивать, как я уже сказал, и Приднестровье, и на 75% Молдавию. Все было в порядке. Теперь этого газа нет. Еще в октябре этого года было сообщение официально от властей Приднестровья, что доставлен резервный запас угля, на котором, собственно говоря, сейчас и работает один из угольных блоков на 50% мощности. 125 мегаватт, немножечко добавляет Дубасарская ГЭС, но там много нельзя, просто потому что сейчас зима и нужно накапливать воду в водохранилищах. То есть вот такая ситуация. В Приднестровье режим ЧС в экономике был объявлен 11 декабря. В Молдавии режим ЧС в энергетике введен с 16-го. Там и там есть оперативные штабы, которые пытаются как-то из этой ситуации выпутаться. Ну вот я тебя, извини, перебью, да, просто из оперативных новостей. Приднестровье сегодня продлили до 8 февраля. По сообщениям из Тирасполя, угля с 1 января на 52 дня, с учетом климатических условий, это вроде бы возможность перейти в отопительный период. Но дело не только в том, что сейчас происходит в домах. В домах нет горячей воды, ни в кране, ни в теплоснабжении. Что такое блочные дома без отопления? Ну, вспышка респираторных заболеваний уже зафиксирована, люди идут в больницы пока еще работают. Теми крохами электроэнергии, которые есть, как-то обеспечивают. Естественная реакция человека, сидящего в бетонной коробке, когда днем плюс 4, плюс 6, ночью минус 10, это включить все, что может тебя обогреть. Если в сельской местности можно что-то придумать с печками, есть, конечно, власти Приднестровья успели организовать пункты обогрева, как-то что-то. А вот что делали в бетонной коробке? Разумеется, включаются калориферы, обогреватели, разумеется, перегрузка в сети, разумеется, энергетики, сбиваясь с ног, пытаются отремонтировать трансформаторные будки во дворах и так далее, и так далее. То есть ситуация совершенно кошмарная, и, на мой взгляд, еще более тревожно то, что перестали работать все промышленные предприятия. То есть вот сейчас закончили праздники, людям на работу выходить не надо, потому что некуда. Автоматически возникает вопрос, на что жить, собственно говоря. Вот такая ситуация. Кишинев кивает, что во всем виновата Россия и сам Тирасполь. В чем виноваты, ребята? Все запротоколировано, все действия записаны. Что можно в этой ситуации делать, если продолжать выяснять, кто самый главный в лесу? Замерзать, собственно говоря. Потому что то, что касается самой Молдавии, да, есть соглашение с Бухарестом о том, что будут поставки электроэнергии.
Вот, стоимость по сравнению с ценами, которые предлагало Приднестровье, в 3 раза выше. Соответственно, 30% повышение тарифов в декабре сопроводилось 30% повышением тарифов в январе. Итого 60% за месяц. Как это скажется на населении и на экономике, ну, Санду Молдавской Республики, вот, по-моему, побывала где-то с визитом, и ей жители деревни высказали все, что они думают. Но мало того, можно платить любые деньги, но если у тебя физической этой вещи нет, вот посреди Сахары я могу предложить миллион за стакан воды, но воды нет. Линии электропередач между Молдавией и Румынией могут обеспечить спрос в Молдавии на 60%, если будут работать на максимум. Но, как ни странно, сейчас зима еще и в Румынии. Румынии тоже нужна электроэнергия, если кто-то об этом не догадывался, я вот на всякий случай напоминаю. Румыния один из поставщиков электроэнергии на Украину в последние пару лет. Но если посмотреть на тот график, который есть на сайте НСОЭ, это Ассоциация компаний-операторов объединенных энергосистем Центральной Европы, Европы просто, очень четко видна корреляция. Румыния поставляет излишки, если удачный ветер, если хорошая ветрогенерация. Есть ветер, есть поставки электроэнергии на Украину. Если нет, то нет. Ну и, соответственно, что касается самой Украины. Румыния один из крупных поставщиков. Есть прямое соединение, есть граница. Вот на нее уходит линия 400 мегаватт, по ней шли достаточно серьезные поставки. Еще одна линия проходила через через Молдавскую ГРЭС, соответственно, она тоже не работает. И поскольку есть тесные политические, экономические и прочие отношения между Молдавией и Румынией, то Румыния будет заниматься тем, что будет всеми возможными методами, в том числе и льготные тарифы на электроэнергию есть, но не на весь объем, на какую-то часть, помогать Молдавии. Соответственно, не будет приходить электроэнергия, если мы говорим о Приднестровье, через нее запитывались 2 подстанции возле Одессы, сам город и Одесский район, не Одесская область, а Одесский район, то есть вот, все, что вокруг Одессы. Это был такой страховой вариант на тот случай, если в энергосистеме Украины что-то произойдет. А у них там время от времени что-то происходит, непонятно что, слава богу, бы ни при чем. У нас ракеты еще в мае 22-го закончились. Что летает, кто летает, без понятия. Но время от времени случаются аварии. Теперь вот этой страховки нет. Румынских поставок тоже нет. Итого, в результате прекращения поставок через Украину, в результате прекращения поставок в адрес Молдова газ, Приднестровье, Молдавия, кусочек Украины, Румыния, которая теперь не работает с Украиной, работает с Молдавией, предоставляя льготные цены. Кто в выигрыше, мне сказать сложно. Кто в проигрыше, но более-менее очевидно. Все из вышеперечисленных. Было какое-то очень странное заявление, заметочка в Блумберге. Блумберг сообщил, что неназванный польский чиновник, очень ответственный, очень много знающий, сообщил Блумбергу о том, что Польша готова прийти на помощь Украине, если Словакия перестанет поставлять. Вот я просто пытаюсь перебрать какие-то варианты. Чушь несусветная, поэтому, собственно говоря, имя чиновника не названо. Связь между объединенными энергосистемами Польши и Украины, одна линия электропередач класса 200 киловольт. Все. То есть заменить Румынию, которая поставляла по линии электропередач 400 киловольт напрямую и 200 киловольт через Приднестровье, ну, как-то вот арифметика не позволяет. Так что Украина еще и сама себе умудрилась выстрелить. Да, у нее ног много, вот она по всем стреляет, сороконожка. Прости Господи. Ну, вот такая ситуация. Что можно делать чисто с технической точки зрения, если вдруг все политики, им контрабанды привозят здравый смысл, закладывают в голову, они начинают думать не о политических каких-то интригах, там, а давайте мы захватим Молдавскую ГРЭС. Вот поразительная мысль там потрясла чью-то голову в молдавском политикумсе. Ну, хорошо, ты захватил неработающую ГРЭС, что дальше? Что ты собираешься делать-то?
Газа на ней все равно не появится. Захватывает ее, не захватывает. Ну, давайте по порядку. Если в октябре удалось провести Донецкий уголь, значит, можно это было делать и дальше. Понятно, что есть эмбарго на ввоз российского угля на территорию Евросоюза. Понятно, что ввозить пришлось бы, вероятнее всего, через Румынию. У нее есть морские границы, это всегда удобно. Вроде бы как нельзя. Но если в октябре привезли, значит, где-то сейчас прозвучала фамилия Эрдоган, да? Ну, или ветром, наверное, надуло. Турция не участвует ни в каких рестрикциях в отношении России. Уголь охотно покупает. Третий покупатель нашего угля – Китай, Индия, Турция. Просто потому, что она маленькая. Была бы возможность, была бы она больше, покупала бы больше. Этого сделано не было. Заниматься этими маневрами сейчас, с учетом не очень спокойного Черного моря, ну, наверное, не очень хочется. Но 2 мазутных блока по 200 мегаватт. Газовая генерация 500 мегаватт, здесь 400. Понятно, что не самая, ну, не полная компенсация, но мазут в Европе точно есть. Вот есть. Там никакие эмбарго для этого не работают, потому что есть нефтеперерабатывающие заводы на территории европейских стран, в той же Румынии, в Словакии, в Венгрии, в Сербии. Ну, то есть можно найти и можно эту проблему решить. Тем более... Насколько я понимаю, это будет еще и дешевле, чем СПГ и так далее, и дешевле, чем тот газ, который... Ну, по крайней мере, оперативнее, потому что СПГ сейчас попробуй поймай где-то свободный танкер, притащи, займись регистрацией, прокачкой. Не, ну СПГ это априори как бы там в разы дороже, чем в разы дороже, и, ну, один танкер поймал, лови следующий. Вот неделю пока танкер вырабатывает, ну, мазуту можно привезти в любом количестве. Говорить о том, что у Приднестровья нет денег на оплату, ну, с 2009 года реализуется абсолютно спокойно контракт между Исламской Республикой Иран и Армянской Республикой. Газ из Ирана, пересчет до предела простой, из единицы газа можно получить 4 киловатт-часа, 3 киловатт-часа верни, 4-й твой за работу, за то, что ты газ превратил в электроэнергию. Все. Эту сделку не остановить, никакие санкции не действуют, потому что денег нет. Есть газ, есть киловатт-часы. Тут жужжит труба, вот здесь гудят провода. Что хотите, то и делайте. Осуществить такой же пересчет по мазуту. Из единицы мазута можно получить вот столько киловатт-часов, с учетом того, что станция старенькая, не лучшая КПД, но все это пересчитывается. Было бы желание. Желания я пока не вижу. Пока, к сожалению, мы вынуждены наблюдать. Для меня это просто ужас, то, что происходит в Приднестровье. И я не очень уверен, что граждане Молдавии рады тому, что они сейчас получают в платежках за поставки электроэнергии, ну и, соответственно, за поставки тепла. Тем более, что тариф по стране немножко разный. То есть, чем ближе к Румынии, тем дешевле, чем дальше, тем дороже. Тоже понятно. Потери в линиях электропередач надо компенсировать. Компенсируют леями. Ну, вот такая вот вкратце ситуация вот в этом замысловатом. Ну, опять-таки, насколько я понимаю, сейчас условный мяч на молдавской стороне, если мы сейчас говорим про мазут и транзит из Румынии. Да, у Приднестровья выхода к морю нет, железнодорожное сообщение либо с Украины, либо с Молдавии. Там вроде бы даже раздавались голоса из Киева, что готовы помочь углем Молдавии. Совершенно неважно, как называется, если у вас одна электростанция на 2 страны, на 2 республики, там, кто кого признает, не признает. Вот во время отопительного сезона, когда люди мерзнут в собственных домах, ну, по-моему, вот тот момент, когда можно забыть эти политические дрязги и решить проблему, чтобы люди хотя бы болеть перестали. Ну, здесь более-менее понятно. Газовая труба шла дальше, шла в Словакию. И... Это другая труба, ну ладно. Турингой, Помара, Ужгород, да. Россия, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия. С заходом из Словакии напрямую в Баумгартен, в Австрии это газовый хаб, он же Central European Gas Hub. Дальше это расходилось, собственно говоря, по всей Европе, вплоть до того, что от Баумгартена есть отдельный газопровод до Италии.